Сегодня я расскажу все, что смогла отыскать про самые дорогие и шикарные платья в истории Голливуда. И так совпало, что, скорее всего, о половине из них вы практически не слышали. Ну, потому что это не платья, которые носили Мерлин Монро или Одри Хепберн, и которые были проданы на аукционах за миллионы долларов. А также это не наряды, которые создавались в коллаборациях с какими-то известными домами мод. Нет, это кутюр, которые создавали сами художники по костюмам на киностудиях и тратили на это бесчисленное количество дорогих материалов, времени, рук. И поверьте, эти наряды делались скрупулезней и дольше, чем свадебное платье Дуа Липы. А меня зовут Гунза Елена, я рассказываю о кино и костюмах в кино, и сегодня сосредоточимся исключительно на костюмах. Когда-то я уже делала эпизод про два самых дорогих платья в истории Голливуда, и этот эпизод я делала более года назад, кажется, еще в брекетах, и решила его не переводить, а скорее дополнить еще материалами и про другие платья. И информации о них настолько мало, что даже невозможно найти, сколько затрачено было материала или сколько эти платья хоть приблизительно стоили. Тем не менее, я начну с тех, которые, возможно, вы знаете, так как они неоднократно обсуждались в соцсетях, и о них хотя бы есть какая-то информация. И начну я с платья, в котором появлялась Барбара Стрейзанд в фильме «Hello, Dolly» 1969 года. Действие этого фильма разворачивается в 1890-х годах. Барбара играет сваху Долли, которая видит завидного холостяка, которого играет Уолтер Матау, и решает сама прибрать его к рукам. Ну, вы понимаете, это довольно забавная комедия. Костюмами к этому фильму занималась Ирен Шараф, довольно видная и известная художница по костюмам, чьи работы вы также могли видеть в фильмах «Кто боится Вирджинию Вульф» 1966 года, «Клеопатра» 1963 с той же Элизабет Тейлор, «Версальская история» 1961 года, «Король и я» 1956 и, например, «Американец в Париже» 1951 года. Кроме того, как вы уже могли понять и по списку, Ирен Шараф сотрудничала и дружила с двумя актрисами. Это Барбара Стрейзанд и Элизабет Тейлор. Она довольно часто могла быть приглашенным художником по костюмам, чтобы создать образы именно для этих актрис в фильме. Когда речь зашла о съемках фильма «Hello, Dolly», сама Барбара Стрейзанд попросила Ирен создать платье золотого цвета. Она хотела, чтобы это платье отличалось от платья Кэрол Ченнинг, актрисы, которая играла Долли на Бродвее. А тогда Ченнинг носила платье красного цвета. Ирен согласилась, потому что, ну, во-первых, это Барбара, понятное дело, а второй момент, потому что она уже работала с золотом, она знала, как золотые ткани ведут себя на камеру. Ведь до этого в 1963 году вышел фильм «Клеопатра» с той же Элизабет Тейлор, и как раз костюмы для Тейлор и разрабатывала Ирен Шараф. Ну, там еще была пара других художников по костюмам, но это отдельно. Так вот, Ирен знала, как ведет себя золото, она знала, как можно работать с ламе, но здесь, в частности, не использовалась ткань ламе, здесь использовалось настоящее золото. Чтобы украсить бархатное платье Долли, а также ее чокер и ее обувь, использовали 225 грамм 14-каратного золота, также сотни, если не тысячи кристаллов Сваровски и где-то около полукилограмма драгоценных камней. Так как золото является очень мягким материалом, его плавили и делали из него такие пластины, которые потом нарезали и делали из них бусины. Эта техника сейчас практически не используется. Она, можно сказать, ну, практически утрачена. Очень мало профессионалов, которые этим занимаются. И мне кажется, последний раз на каких-то съемках, о которых я читала, как раз эту технику использовали для фильма «Гладиатор 2», для того, чтобы украсить одежду, кажется, персонажа Дензела Вашингтона.
Что касается самой шляпки, мы на ней видим эти шикарные перья. Это перья райских птиц. Раньше их можно было использовать, а сейчас это уже запрещено законом. В общем, для создания этого золотого платья потратили порядка $8000, плюс еще заплатили $58 000 за материалы и за работу. Но это было в 1969 году, в эквиваленте на сегодняшние деньги это получается где-то $606 000. Более $600 000, более $1 000 000 за платье. А весило оно 18 килограммов. Для сравнения, пару лет назад у меня лежал бронежилет, мне его завез бывший муж, и я его пыталась передвинуть, и я его не смогла поднять, и меня притянуло к этому бронежилету вниз. Я не представляю просто, как Барбара Стрейзанд танцевала. И я думаю, этот вопрос возникал не у меня одной. Просто напомню, что сам эпизод длится, если я не ошибаюсь, около 7 минут, возможно, больше. Ну, плюс она должна в этом платье еще передвигаться. Я не представляю, как она выдержала эти доспехи. И, как вы понимаете, из-за стоимости невозможно было сделать более дешевую копию. То есть она прям в этих доспехах и танцевала. Это платье находилось долгое время в коллекции Дебби Рейнольдс, и оно выставлялось в музее костюмов в Штатах, но в 2011 году, 15 лет назад, оно было выставлено на аукционе Heritage и было продано вместе с этим главным убором и с обувью за $123 000. Однако самое дорогое платье, которое прям записано в книге рекордов Гиннесса, абсолютно другое, оно стоило еще дороже. Оно появляется в фильме 1944 года «Леди во тьме» режиссера Митчелла Лейзена с Джинджер Роджерс в главной роли. Если вы не слышали об этом фильме, ничего страшного. Я сама, как человек с режиссерским дипломом, об этом фильме узнала только вот чуть больше года назад, когда как раз специально задалась целью найти информацию про дорогие платья в истории кино. Кстати, этот фильм есть в свободном доступе на Ютубе, поэтому абсолютно спокойно вы можете найти его как в оригинале, так и в переводе. Я, к сожалению, ссылку не могу прикрепить, крепятся только собственные. Художницей по костюмам этого фильма стала легендарная Эдит Хед. Та самая женщина, на счету которой 1131 картина, 35 номинаций на премию «Оскар», 8 из которых она выиграла и довольно часто фотографировалась со своими статуэтками. Также она разрабатывала, правда, очень много известных костюмов и для Одри Хепберн, и для Грейс Келли. Вы точно знаете ее по таким фильмам, как «Римские каникулы» 1953 года, «Поймать вора» 1955 года, «Забавная мордашка» 1957, «Что за путь» 1964 и по многим-многим другим еще. Когда ее спрашивали, чем она отличается от других художников по костюмам, она говорила, что она просто лучшая. Ее, кстати, образ запечатлели в мультфильме «Суперсемейка». Она там играет Эдну Мод, у которой суперспособность делать суперкостюмы для супергероев. Но эта женщина не только знала себе цену, но и знала, как получить тот или иной выгодный проект. Сейчас мы к ней немножко вернемся, но я все-таки должна рассказать про сюжет этого фильма. Сюжет этого фильма основан на одноименном мюзикле, который поставили за 3 года до выхода самого фильма в 1941 году. Здесь главный персонаж Лиза Эллиот, главный редактор журнала мод «Алюх». Она уже в начале фильма начинает жаловаться на какое-то свое такое депрессивное состояние и на очень странные сны, в которых она танцует со странными прическами на голове и в очень экстравагантных платьях. Хотя, как мы видим, в обычной жизни она застегнута вернее, ее костюмы застегнуты на все пуговицы, они довольно строгие. Но не могу не отметить, что здесь мы также видим довольно много меха. Сам мех очень любила Эдит Хед, и она не могла не воспользоваться большим бюджетом, чтобы героиня
и Джинджер Роджерс появлялась все чаще в нем. Но именно благодаря сценам сновидений мы как раз видим пышные декорации, десятки статистов, а также порядка 700 костюмов, которые создавали в основном для статистов, ну, плюс еще 15 для самой Джинджер Роджерс. И хотя в титрах упоминается, что художниками по костюмам в этом фильме была Эдит Хэт, она работала над костюмами для главной героини, а также Рауль Пене Дюбуа, все-таки и режиссер приложил руку к ним тоже. Он участвовал в создании платьев и, в частности, даже в создании того самого дорогого и известного платья в истории кино. Стоит отметить, что бюджет на этот фильм выделен был довольно шикарный, а именно $200 000. В эквиваленте на сегодняшние деньги эта сумма равна 3 650 000 долларов. Как отмечала автор эссе об этом фильме Лиза Колпайрт, Эдит Хэт была приглашена художницей по костюмам на съемки этого фильма, но не тем художником, который будет создавать костюмы для Джинджер Роджерс. Режиссер Митчел Лейзен и продюсер Бадиджи де Сильва, они были в восторге от экстравагантных взглядов и специфического выбора цветов и разного рода аксессуаров именно Эдит Хэт. И они пригласили Валентину. Валентина на тот момент была очень видным, известным уже нью-йоркским дизайнером, а также она разрабатывала костюмы для Бродвея. Кроме того, стоит сказать, что это тот самый украинский след, и здесь их будет целых два. Начнем с Валентины, которая все-таки родилась в Киеве, училась в Харькове и в Нью-Йорк переехала в 1923 году. Она сделала свои эскизы, но они не понравились Джинджер Роджерс. И, возможно, вопрос не в том, что Валентина сделала что-то не то. Просто Джинджер Роджерс и Эдит Хэт были близкими подругами. Ну, и, естественно, Эдит Хэт затмила Валентину и заняла ее должность. И на самом деле непонятно, возможно, даже она и могла воспользоваться эскизами Валентины, потому что в биографии Эдит Хэт уже были такие моменты, она даже, приходя на работу, пришла с чужими рисунками. Так что и здесь, я думаю, у довольно интересного дизайнера могла бы что-то и прибрать к рукам, но досконально неизвестно. Зато известно, что в титрах появляется другая художница по костюмам, которая указана как та, которая занималась эскизами. И она тоже украинка, она из Харькова, мадам Каринска. Но, кстати, удивительно, что и в этой графе не была указана Эдит Хэт. Ну, зная ее особенности сотрудничества с разного рода звездами. Напомню ту самую известную, уже практически легенду, но все-таки на самом деле существующую историю про ее сотрудничество с Живанши и с Одри Хепберн над фильмом «Сабрина», когда, получая Оскар за лучшие костюмы для этого фильма, а она даже забыла упомянуть про Юбер де Живанши. Но все-таки вернемся к самому дорогому платью в этом фильме и, как мы теперь знаем, самому дорогому платью в истории кино. Главным, самым дорогим материалом в этом платье был мех норки. Кроме того, оно было украшено вроде как драгоценными камешками. Но на самом деле это как у свинки Пеппы, пластиковое золото, так и здесь. Это на самом деле были стекляшки и искусственные рубины и изумруды. В 1943 году, то есть на момент создания этого платья, оно обошлось студии в $35 000. То есть в эквиваленте на сегодняшние деньги это платье стоит около $636 000. То есть на $30 000 оно дороже, чем платье Барбары Стрейзанд из фильма «Hello, Dolly».
Но так же, как и платье Барбары Стрейзанд, это тоже напоминало по весу доспехи. Оно весило 15,8 килограмм, и Джинджер Роджерс должна была танцевать. Этот танцевальный номер длится порядка 15 минут. Поэтому как раз для Джинджер сделали копию этого платья, и вот эти драгоценные камешки заменили пайетками. Оно стало немножко полегче. Но хотя Книга рекордов Гиннесса признает этот рекорд по стоимости платья, все-таки некоторые его оспаривают. В частности, в эссе Лиза Колпайрт говорила о том, что в документах Paramount указано, что на платье было потрачено всего $4450, то есть в эквиваленте на сегодняшние деньги это порядка $80 000. Кроме того, мех, исходя из документов рекламщиков, был вообще взят на прокат и после съемок должен был быть возвращен обратно меховщику. Возможно, это касалось муфты и болеро. Однако сегодня мы можем лицезреть обе копии этого платья. Первая, которая со стекляшками, более тяжелая, была подарена Смитсоновскому институту, а вторая довольно долго ездила в экспозиции с Эдит Хэт, ну та, которая с пайетками. Позже, в 2013 году, копия платья с пайетками стала частью постоянной экспозиции в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Следующее платье – это платье из павлиньих перьев, в котором появлялась Хеди Ламар в финальной сцене фильма «Самсон и Далила» 1949 года режиссера Сесила Демиля. Он еще с 1935 года думал над созданием этого эпичного фильма, но все откладывал. Он искал свою Далилу, и в конце концов, в 1948 году он ее нашел, утвердил Хеди Ламар, и началась работа. Демиль обычно приглашал сразу несколько художников по костюмам для работы над фильмом. Здесь он пригласил Эдит Хэт для создания костюмов Хеди Ламар и Анджелы Лэнсбери. Ну, остальные все истории достались другим художникам по костюмам. Эдит Хэт не особо нравилось работать с Демилем на самом деле, потому что он разделял полномочия по различным аспектам производства, то есть он контролировал каждый аспект создания фильма, и здесь не особо чувствовалась творческая свобода. Кроме того, он очень скрупулезно относился к созданию костюмов, он получал большие бюджеты, он мог задержать какие-то съемки, он имел абсолютную власть, и плюс для каждого костюма он просил Эдит Хэт разработать по несколько эскизов, что ее приводило иногда просто в тихий ужас. И, как она вспоминала, потом ей казалось, что он выбрал из всех возможных вариантов наименее интересный. Эдит Хэт вспоминала, что Демиль обожал роскошь и гламур, и, конечно, это надо было учитывать в создании костюмов. Но минус был в том, что очень мало источников было, из которых можно было черпать хоть какую-то информацию о достоверности того, как люди одевались в тот период. Эдит Хэт в основном основывалась на отрывке из книги судей Израилевых для создания каких-то образов, но еще дополнительным минусом был кодекс самоцензуры для кинопрокатчиков, кодекс Хейса, который, если практически не обращал внимания на мужские костюмы, то придирки к женским костюмам занимали чуть ли не каждый сантиметр этого самого женского наряда. В частности, нельзя было показывать пупок, нельзя было показывать декольте. А как вспоминала сама Эдит Хэт, если уж делать реалистичные костюмы, так там иногда надо было и грудь оголять, чего, естественно, мы на экране не увидим. Кроме того, Эдит Хэт досталась еще работа с Хеди Ламар, которую она не особо любила. Она считала Хеди не особо профессиональной, потому что та иногда во время премьерок могла просто пойти и лечь. И Эдит Хэт не понимала такого
такого подхода к примерке и считала жалобы на боль в спине просто ленью. А сама же Хеди Ламар рассказывала, что она выбирала себе роли в первую очередь основываясь на коротком периоде съемок. Вот чем меньше должен был быть период съемок, тем вот выгоднее для нее выглядела сама роль. И уж, естественно, она не особо любила эти все примерки, как это делали другие актрисы. Также костюмы, которые нарисовала Эдит Хэт, больше подошли бы актрисе с более пышными формами. А мало того, что Ламар не обладала подобным артефактом, она еще и просила драпировок. Она, наоборот, не была в восторге от вот этих вот лифов и говорила, ну, как я смогу играть, когда несу вот эти вот воздушные шары. Эдит Хэт, в принципе, могла бы поспорить, умеет ли Хеди Ламар играть, но это уже их личные вопросы. Демилю все нравилось в конечном итоге, что появлялось на экране. Для финальной сцены в храме Демиль хотел для Далилы какое-то платье такое очень властное, менее откровенное, чем предыдущие ее наряды, и чтобы оно было с перьями. Эдит Хэт пошла в исследовательский отдел узнавать, были ли павлины тогда в тот период. Ей сказали, что, ну, возможно, да, но достоверно мы знать не можем. А она набросала, в общем, костюм, основываясь на костюме Тедди Бара для фильма «Клеопатра» 1917 года. Этот костюм очень понравился Демилю, но существовала проблема в том, что павлиньих перьев не было в доступе. На что он предложил, ну, дождаться тогда Леньки и его собственных павлинов на его собственном ранчо и, ну, сделать костюм, в чем проблема. В общем, когда пришло время скидывать перышки павлинам, на ранчо Туджунги поехали ассистенты Эдит Хэт и привезли около 2000 перьев павлинов, которые и были пришиты к этому наряду. Наряд, к слову сказать, настолько понравился Демилю, что это там одна из 2 вещей, которые он сохранил в своей частной коллекции. Позже, после смерти Демиля, часть его наследия продала его семья, и в конечном итоге этот костюм оказался в коллекции Дебби Рейнольдс, и он выставлялся в музее костюмов, ну, как и предыдущий костюм, о котором я рассказывала, костюм Хэллоу Долли. Так вот, позже, после ее смерти, этот костюм был продан на аукционе за $12 000. Я, к сожалению, не могу найти, на каком аукционе, в каком году. То есть я вижу эту информацию, но я не вижу источника, первоисточника. В любом случае, это платье пришлось восстанавливать, так как саму ткань время не пощадила, и можно видеть, что теперь ткань уже другого цвета. Но гораздо более интересно подумать, сколько бы это платье стоило бы, его создание. Ну, учитывая вот этот огромнейший бюджет, который Демиль мог получить, естественно, на это платье затрачивалось, ну, довольно много денег. И если посчитать, например, даже сейчас, сколько бы стоили перья, ну, одно перо стоит от 2 до 10 долларов, даже если усреднить, это приблизительная цена за перья получилась бы 8-10 тысяч долларов, плюс отделка, плюс пошить, и на каждое перо уходило бы, ну, там, по пару минут, да, его приделать, потом отдельно еще, то есть это было бы, наверное, 70-100 часов, для такого костюма, плюс еще отделка, вышивка, то есть, наверное, создание этого платья заняло бы порядка 200-300 часов ручной отделки. Ну, то есть достоверно мы знать не можем, но наверняка это платье стоило бы десятки и десятки тысяч долларов. А если бы это была еще и музейная какая-нибудь реконструкция, то вполне возможно, что оно бы стоило даже около 100 тысяч долларов. Конечно, оно не конкурирует по суммам в 600 тысяч долларов с предыдущими нарядами, о которых я рассказывала, но тем не менее, можете представить, насколько это была скрупулезная работа, учитывая, что еще и нужно было дождаться периода линек на ранчо режиссера его собственных павлинов.
Следующий наряд, на который хотела обратить ваше внимание, это наряд из фильма «Клеопатра» 1963 года. Но съемки этого фильма стали не менее эпичные, чем сам фильм. Они длились довольно долгое время, практически разорили студию Fox. Там заменяли, по-моему, всех, кого только можно, кроме главных персонажей, а именно Ричарда Бёртона и Элизабет Тейлор. Там изменяли и место съемок, и просто выбрасывали миллионы долларов, потому что съемки переносились из-за болезни Лиз, потом были еще куча разных причин, неважно. В общем, в очередной раз, заменив очередного художника по костюмам, одеждой для Элизабет Тейлор начала заниматься Ирен Шараф. Всего для фильма было разработано 26 тысяч костюмов. По-моему, там только обуви порядка 8 тысяч было. Естественно, занимались разные художники по костюмам этим всем действием. А для самой Элизабет Тейлор было сделано 65 костюмов, из которых всего 38 мы видим в той самой оставшейся 4-часовой версии. Манкевич, режиссер фильма, планировал сделать, по-моему, там 2 серии по 3 часа, но в конце концов вот осталось из монтажа то, что мы видим и можем видеть сегодня в свободном доступе в интернете. Создавая костюмы для этой Клеопатры, Ирен Шараф основывалась на модных тенденциях 1960-х годов, на театральной традиции и частично на исторических исследованиях. Правда, судя по всему, последним отдавалось наименьшее предпочтение, так как здесь важно было подчеркнуть красоту самой Элизабет Тейлор, которая принимала непосредственное участие в создании собственных образов. И поэтому даже в ее церемониальных костюмах историческая достоверность отсутствует напрочь. Наверное, вот тот самый золотой наряд, эти крылья сфинкса, о которых я и хочу сказать, эта золотая накидка, она, судя по всему, наиболее, возможно, исторически достоверная. Этот костюм состоял из нескольких элементов, в частности, вот та самая золотая накидка, которая была сделана из позолоченных кожаных полос, которые были также подшиты золотой нитью и обрамлены бисером. Также под этой накидкой было платье на бретелях с плессированной юбкой. Также они были вышиты золотыми нитями и бисером. Естественно, вот этот самый головной убор. Это все составляло один комплект, но я все-таки сосредоточусь именно на самой накидке. Большинство костюмов шились либо в Лондоне, либо уже на студии Чинчита, но, судя по архивам, именно эта накидка производилась в Голливуде, в компании Western Costume. Ирен Шараф знала уже это место, она с ними сотрудничала и точно знала, что этот костюм будет доставлен на съемочную площадку вовремя. Кроме того, это единственный костюм, который появляется в фильме дважды. Вокруг этой накидки существует множество мифов, и, скорее всего, они были порождены специально во время как раз рекламной кампании выхода этого фильма. Там были затрачены миллионы просто денег на сам фильм. Я уже говорила, что он чуть не разорил киностудию, и он не мог просто окупиться, то есть он собрал колоссальные сборы, но ну, эти миллионы просто невозможно было перекрыть со временем, да, как бы, ну, по-моему, там уже к нулю и подошло, но тем не менее это была очень дорогая история. Так вот, этой золотой накидке уделялось во время рекламы очень много времени, очень много пространства, и пустили слух, что она была сделана из 24-каратного золота, и ее стоимость приближалась к 6,5, а то и 7 тысячам долларов. Но на самом деле вроде как этот костюм стоил всего-то 2000 долларов. В аукционных записях упоминалось, что этот плащ – это
Эти крылья Исиды, как сама Ирен Шараф их называла, были обрамлены вышивкой вручную, там была золотая краска. Также сама Ирен Шараф рассказывала, что там использовалась грубая сетка, на которую были нашиты кусочки золотой пряжи, которые были выполнены в виде перьев. Это все нашивалось вручную, сама выкройка была один в один в размеры этой самой накидки, и она не сохранилась, потому что, ну, скорее всего, она была как раз разрезана для того, чтобы сделать идентичным плащ тому творению, которое видела сама Ирен Шараф. В общей сложности не говорится о том достоверно, была ли там настоящая золотая нить, использовалось ли какое-то золото. Ну, скорее всего, это действительно осталось мифом. Тем не менее, этот плащ был продан на аукционе в 2012 году за 59 там, с лишним тысяч долларов, то есть почти за 60 тысяч долларов. В принципе, эта сумма не особо превышает ту, которая предположительно была затрачена на создание самой этой накидки. Исследователь костюмов Моника Церина в своей работе говорила о том, что на этот костюм действительно было затрачено несколько тысяч долларов, но давайте не забывать о том, что здесь ручная работа, и на сегодняшний день это стоит довольно дорого. То есть если бы сегодня создавали этот костюм, он был бы, ну, наверное, в 2 раза дороже, так точно. А в эквиваленте на сегодняшние деньги эти несколько тысяч долларов могли бы превышать где-то 30-50 тысяч долларов за создание подобной накидки. Но, повторюсь, если бы сегодня создавали подобную одежду, подобную часть гардероба, она бы доходила, наверное, ну, до 100 тысяч долларов, так точно, может быть и выше. А вот головной убор, о котором тоже, на самом деле, ничего не известно, как он был создан, из чего, сколько он весил. Известно, что там использовалась символика, которая отсылает нас к богине Исиде, но еще известно о том, что этот головной убор был продан в 2011 году, опять-таки на аукционе, за 123 тысячи долларов. То есть если собрать этот весь наряд, еще и узнать, каким образом делалось платье, что там касалось обуви, то, в принципе, этот образ и может потянуть на один из самых дорогих в истории кинематографа. Ну и на десерт костюм, о котором, ну, правда невозможно что-то узнать, его даже невозможно особо рассмотреть. Это костюм из фильма «Мата Хари» 1931 года, где главную роль, ту самую шпионку, играла Грета Гарбо. Об этом костюме известно, ну, крошечка, но его, во-первых, создавал Адриан. На то время один из лучших художников по костюмам ever. Он был не просто художником по костюмам, он был, можно сказать, дизайнером, и из таких актрис, как Джоан Кроуфорд и та же Грета Гарбо, он сделал настоящих икон стиля. Ну и, конечно, еще Кэтрин Хепберн, куда без нее. В общем, главный художник по костюмам MGM, создавая костюмы для одной из своих любимец, вдохновлялся русскими сезонами Дягилева, а также костюмами Сары Бернар. Естественно, здесь использовались лучшие ткани. Но, чтобы вы понимали размах того периода студии, для одной из героинь, не в этом фильме, в другом, Адриан использовал шелк 18 века, не шелк, извините, кружево 18 века для того, чтобы создать один из костюмов. Ну, здесь, естественно, использовали самые хорошие, дорогие ткани, тот же шелк, тот же бархат и тому подобное. И, естественно, тот костюм, о котором я хочу рассказать, он должен был быть идеальным и, естественно, с ручной вышивкой. Ну, просто посмотрите на него. Он потрясающий. Возможно, потому что сама Грета Гарбо здесь выглядит просто великолепно. Возможно, именно вот этот геометрический узор может нас гипнотизировать. И, опять-таки, из-за
черно-белой пленки мы не можем оценить в полную меру то, как он мог выглядеть, но тем не менее он и так уже спустя более 100 лет выглядит безумно эффектно. На создание этого костюма было затрачено $2000, ну, следуя записям за тот период. Но должна сказать, что тогда не особо еще ценился ручной труд, а для создания этой просто красоты и великолепия 15 вышивальщиц в течение 3 недель занимались тем, что создавали этот наряд. Кроме того, он весил 23 килограмма. Это сумасшедшие тяжелые доспехи, и, наверное, это самый тяжелый костюм женский за весь период истории Голливуда. Что же касается эквивалента на сегодняшние деньги, то создание этого костюма, скорее всего, равнялось бы приблизительно 49-50 тысяч долларов. Но, опять-таки, если бы сегодня его создавали, он стоил бы в разы дороже, потому что сегодня ручной труд, ручная вышивка стоит гораздо дороже, гораздо значимее. Что случилось с этой прелестью, я так и не нашла. Ну, скорее всего, его съело время или, как любим говорить, з'їв довгоносик. Не знаю. Из этого фильма артефакт, который где-то можно увидеть, это, опять-таки, один из самых знаменитых элементов. Это шляпка, которую носила героиня, которую носила Мата Хари в этом фильме. Напомню, это все исторически недостоверные костюмы, это просто вот фантазии на тему того, как бы это могло быть в каком-нибудь таком красивом сне про Мату Хари. В общем, вот эта как раз шляпка, она сейчас находится в Лос-Анджелесе в Museum of Motion Pictures, и, похоже, это все, что осталось из наследия вот этого фильма. Но не все, что осталось из наследия Адриана. Что ж, на сегодня, наверное, это все. У меня так получилось, что я этот выпуск записывала крайне долго, поэтому если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь, пишите. Вы таким образом поддерживаете, потому что иногда нужно поддержать автора, даже словами, или комментарием, или лайком. В общем, спасибо, что были со мной. В следующий раз снова будем смотреть на что-то интересное и привлекательное. А сегодня пока.